Привет, мой дорогой арчери-зритель, и ты снова на канале Супер Арбалет. Сегодня у нас на обзоре блочный лук от компании Sunlida Dragon X8. Вы, наверное, много уже видели различных нудных, суггестивных обзоров на него. Но вы же знаете, мы снимаем только честные обзоры, поэтому давайте посмотрим, на что этот лук способен. Dragon X8 – это бюджетный лук, который обладает неплохими характеристиками и при этом качественно выполнен. Первый и очень важный параметр – это широкий диапазон регулировки растяжки у данного лука от 18 до 31 дюйма. Всего лишь нужно повернуть модуль на одном и на другом блоке под нужную вам растяжку. Второй показатель – это скорость вылета стрелы. На максимально закрученных лимб-болтах лук выдает 310 FPS. Это порядка 95 метров в секунду. Третий показатель – это сила натяжения. У данного лука она регулируется от 0 до 60 фунтов. Ну и в килограммах, соответственно, от 0 до 27. Значит, из этого лука могут стрелять не только взрослые, но и подростки. А вес данного лука около 2 килограмм. Четвертый параметр – это АТА, то есть расстояние от оси до оси. И у данного лука она составляет 30 дюймов. Для многих новичков АТА – это ругательное слово. Но давайте постараюсь вкратце вам объяснить, что к чему. Чем больше расстояние от оси до оси, тем стабильнее выстрел. И лук прощает некоторые ошибки стрелка. 30 дюймов – это компромисс между качеством выстрела и размерами лука, потому что для охотников размер очень важен. Пятое. И это просто бомба. Данный лук можно обслуживать без специального пресса. Необходимо только ослабить лимб-болты с двух сторон. Многие говорят, что данный лук даже выдерживает конкуренцию со своими американскими собратьями. Ну что, давайте разбираться. Для того, чтобы быть объективными, мы специально приехали в гости к Михаилу Сбродову. Думаю, данную личность представлять в арчери-кругах никому не нужно. Приветствую, Михаил. Привет. Скажи, пожалуйста, у тебя уже было немного времени познакомиться с этим луком. Что ты о нем можешь сказать? Хорошего или плохого? Ну, мне нравится цена. С недорогими луками все хорошо. Единственное, надо понимать, что супер каких-то способностей у них там не будет. Нужно выбирать лук под задачу и под свои деньги. То есть самый лучший лук, он будет, в принципе, самый дорогой, если, соответственно, под задачу выбирать правильно. С недорогими луками есть нюансы. Есть нюансы, хорошо. Ну смотри, это недорогой лук, да? То есть его вообще позиционируют на рынке как для охоты. Ну то есть он как раз сделан и для охоты, или все-таки его можно использовать, ну, и в спортивных целях? Ну, что такое спорт? Если мы просто по бумажкам стреляем, то без разницы, какой лук. Если мы стреляем, допустим, 3D, нужен, как правило, достаточно стабильный, но при этом очень скоростной лук. Если охотимся, да, значит, это, скорее всего, нужен какой-то быстрый и короткий лук. То есть вот это вот достаточно быстрый и в то же время короткий лук с базой получается 6,5 дюйма. То есть он относительно стабильный, вот, и при этом достаточно скоростной, поэтому его можно понимать как типичный охотничий лук. Ну и для 3D, в принципе, тоже вполне сгодится. Смотри, у этого лука есть подшипник. Он чем-то лучше, чем другие луки, у которого нет подшипники? Или все-таки эти подшипники могут на что-то влиять и в дальнейшем, не знаю, например, сломаться? Или, например, там, сколько вообще их срок службы этих подшипников? Ну, какие подшипники они тут применяют, мы не знаем. Но если предположить... Ну, в общем, на самом деле на всех современных более-менее нормальных луках стоят подшипники. Потому что альтернатива подшипникам — это втулки, как правило, какие-то пластиковые, иногда бронзовые. И втулки изнашиваются гораздо быстрее, чем подшипники. Подшипники тоже летят иногда. То есть люди, которые стреляют в спорт, которые стреляют очень много, там, по 500 выстрелов там, за неделю или там, за тренировку, вот, у них, ну, иногда это случается. Может быть, там, через 10 лет, может быть, там, через 5 лет. Может быть, не случится никогда, и новый лук, новый владелец лука уже там будет иметь проблемы там с подшипниками. Но подшипник на самом деле отсюда достается элементарно, ну практически, в общем, меняется на такой же, они распространенные размер, в общем-то проблем с подшипниками-то нет. Подшипники это хорошо, вот, подшипники, ну то есть втулки в этом плане хуже. Этот лук у нас из коробки.
И давайте попробуем настроить на нем синхронизацию. И как раз мы приехали к Мише для того, чтобы это сделать максимально профессионально. И чтобы этот профессионал ответил на все вопросы, касающиеся именно синхрона. Поехали! Сейчас для начала его подготовим под дальнейшую настройку. Первым делом нужно посмотреть, где у нас седло и синхронизация. Петелька примерно нормально стоит. Так, ну видно, что верхний блок не доходит. Сейчас я его подкручу немного. Вот эта система блоков очень чувствительная к настройке. И здесь буквально пару оборотов. A few moments later. Ну что, вот мы настроили синхронизацию данного лука. Миша, ну расскажи, пожалуйста, как получилось нам это сделать, насколько у нас времени это заняло и какие особенности есть? Ну, занимает это пару минут. Вот. Эта система, вот эта вот блочная система, получается, это называется двойные несинхронизированные блоки. То есть один блок не влияет на другой фактически. То есть если этот блок крутится, если один блок провернуть, то второй там практически на месте стоит. То есть они друг на друга не влияют. И эти блочные системы, как бы, ну это недорогой вариант в первую очередь. А во-вторых, он очень чувствительный к настройке. То есть буквально Какой здесь... именно настройки? Давай поясним. Настройка в первую очередь, то есть если мы говорим про синхронизацию, да, то самый минимальный шаг там для подкручивания синхронизации, да, это вот, подкручивание вот этих вот вилок, да. Вот, получается, полоборота на вот этом вот, на одной из вилок уже чувствуется на том, что блок как бы не доходит или переходит, это прямо чувствуется. Вот, соответственно, это уже будет, возможно, будет влиять там на стрельбу. Вот, получается, если у нас как бы заводские тетивы, ну все заводские тетивы, ну так скажем, не очень. Согласен. Вот, они да. делаются быстро, дешево, в общем. Слушай, даже у американских луков, так скажем, делаются? Или все-таки у, например, компании взять, давай недорогие возьмем, там какие-нибудь там... В принципе, по большому счету, все экономят. Все экономят, да, то есть на нитках экономят, на технологиях, то есть нитку заматывают очень быстро, не натягивают нитку, чтобы они не рвались. Нитки периодически расползаются, тетивы не вытягиваются так, как должны. Ну, в общем... То есть, короче, на большом объеме, давай так скажем, да, что очень сложно соблюдать технологию именно... Ну, она меняется, да, вот. Но на дорогих луках они еще как бы более-менее, но на дешевых луках там особо никто не парится по этому поводу. То есть мы настроили, да, нужно пойти пострелять, и наверняка там через неделю все это дело, синхронизация изменится, и это будет чувствоваться. Вот, поставил полку, опять и же... это так должно быть на них, ну то есть, чтобы люди понимали, правильно? Ну это нормальная ситуация. Это нормально, для этих чтобы луков, они да. потом не говорили, что вот этот лук там мы настроили, вот он... Ну, конечно, любой лук нужно настраивать, периодически за ним следить. Вот, особенно если как бы тетивы недорогие, они меняют свои габариты, особенно если блочная система как бы чувствительная к вот этим вот вещам. Как у нас, да? Да, вот, это просто как бы, ну, за этим нужно следить. Вот мы сейчас настроили синхрон, Да. есть особенности. Да, вот, ну, получается, то есть он немного не синхронизированный был, и фактически здесь полоборота здесь, или там с этой стороны, и все, и получается он синхронизирован. Хорошо, вот смотри, если бы человек достал бы из коробки такой лук бы, да, то есть вот он, ну, первый раз он лук держит в руках, то есть для него бы это вообще, я так понимаю, ну, не критично, то есть он стреляет, получает удовольствие для развлечения. Небольшой рассинхрон, то есть там буквально там, он, в принципе, на самом деле на кучность он не влияет. Влияет на кучность именно изменение вот этих вот параметров. Постоянное изменение вот этих вот параметров будет давать уползание кучи. Вот. Второй момент. Он критичен будет, получается, к технике стрельбы. Вот. То есть если из лука стрелять полностью одинаково, то луки даже настроенные, совершенно не настроенные, грубо говоря, стрела может боком из него вылетать. Если стрелять из него из станка, стрелы будут на большой дистанции попадать стрела в стрелу еще при ветре. Вот, поэтому самое главное стрелять одинаково. Это первая как бы ответственность, в общем-то, стрелка, и самое главное, что нужно в стрельбе из лука делать. А настройка лука, она позволяет немного как бы отстроиться от определенных ошибок в технике стрельбы, а также сделать так, чтобы стрела не цеплялась за полку перьями там, или древком, или еще чем-нибудь. То есть вот эта самая грубая ошибка, которая дает разлет кучи, это будет цепляние стрелы перьями за полку. Вот. А все остальное как бы при одинаковой технике стрельбы особого значения не имеет.
Ну, в качестве демонстрации, так сказать, как техника стрельбы может повлиять на настройку лука. Вот сейчас, если лук синхронизирован, да, то есть если мы его растягиваем, вот, сейчас оба блока пришли, да, если мы меняем упор, если у нас нестабильный упор, предположим, да, мы поменяли упор на более верхний, допустим, вот у нас, я просто сверху уперся, да, и получается, что верхний блок коснулся, нижний не коснулся. Получается, если мы обратно в нормальный, обратно встали по-нормальному, опять синхронизация есть. То есть получается, что любое изменение техники будет влиять на, получается, на то, как лук стреляет. Но не именно у этого лука, я так понимаю, У а любого, у любого. абсолютно. Мы У любого, любой лук конечно. берем там за 50, за 100 тысяч рублей, Да. и мы должны это обязательно учитывать. Конечно, конечно. То есть некоторые блочные системы немножко более чувствительные к этим вопросам. То есть если стрелять одинаково, никаких проблем. То есть если ты мастер спорта, да, международного класса, Хотя бы, то да. тебе Тогда все равно. без разницы, какой лук. Поняли, ребят? Значит, этот лук для мастеров спорта международного класса. Минимум. Минимум. Мишины слова. То, как он реагирует на изменение упора, скорее всего, стабилизатор будет влиять на это дело. Потому что, как бы, если у него баланс изменится, возможно, поменяется упор слегка, а это повлияет на синхронизацию. Но здесь все будет влиять на синхронизацию. Полка будет влиять, седло мы переставили чуть-чуть выше, ниже, там, все будет влиять, короче. Вот, поэтому, ну, есть определенный процесс настройки лука под стрелка, не только здесь, то есть там за полчаса как бы скрутили, все поставили, все нормально, стреляют, вылет получили, пошли стрелять. На самом деле после этого нужно вернуться, получается, через какое-то время посмотреть синхронизацию, если вот это вот все изменилось. Второе, значит, самое главное, настройка лука вообще, то есть paper-тест, все остальное, это как бы процесс такой, который позволяет определить, подходит стрела под лук или нет. То есть это не конец настройки. То есть это только мы определяем по пейпер-тесту, то есть подходит ли да. стрела Да, для лука. да. То есть ты хочешь сказать, что те блогеры, которые делают там часто пейпер-тесты, то есть они примерно понимают, что там настроили, но Да. если они грамотно подобрали стрелу под лук, Да, после этого уже нужно заниматься настройкой. Но лучнику, именно вот стрелку, самому самостоятельно, по большому счету, ну, либо с тренером, ну, как бы у нас как бы этим мало кто занимается. В общем, принцип настройки-то вот какой. То есть, если у нас стрела подходит под лук, то есть мы можем теоретически получить вылет, если у нас здесь ничего не касается, да, то дальше идет как бы такой процесс, значит, то есть у стрелка есть определенный набор систематических ошибок, и от этих ошибок можно попытаться отстроиться с помощью настройки лука. То есть выглядит это так: мы выходим на дистанцию, пристреливаемся, потом подвигали куда-нибудь полку, пристрелялись, записали кучу, записали отрывы. Подвигали в другую сторону полку, записали кучу, опять записали отрывы, каждый раз нужно пристреливаться. И вот так вот потихоньку мы двигаем полку туда-сюда и замечаем тенденцию, где у нас получается лучше всего кучность. Причем это нужно делать в условиях максимально приближенных к спортивным, соревновательным. И в конце этого дела, это не обязательно, что у нас именно вылет будет идеальный, стрела там супер ровно будет лететь, вообще не имеет никакого значения. Этот тюнинг позволяет попытаться найти такое положение полки, при котором ошибка, которая систематическая у стрелка, будет нивелировано. Да, слегка, скажем так. Полностью отстроиться невозможно. Ошибок может быть огромное количество. То есть это уже тонкий тюнинг под себя получается. И вылет здесь никакого значения не имеет. Самое главное, чтобы не касалось полка стрелу. В общем. Полка перьев. Да, да. Вот, поэтому тюнинг, paper-тест, если вы охотитесь, да, имеет смысл заниматься broadhead тюнингом. Это другое, как бы другая абсолютно ситуация. Там задача такая, чтобы broadhead прилетал туда же, куда у нас field point прилетает. Соответственно, это broadhead тюнинг, и то есть мы стреляем на дистанцию кучу стрел с field point, потом стреляем туда broadhead'ом, и в зависимости от того, куда она отлетает, уже подкручиваем полку. Опять же, не обязательно, что стрела будет ровно вылетать. Это тоже не имеет значения, если задача достигнута. Ну что, ребят, мы приступаем к настройке данного лука. Значит, мы ставим полочку Ripcord. Значит, поставим сюда пипсайд.
Значит, поставим сюда прицел CBE. И, кстати, мы это все возим сами с Ланкастера. Кто хочет, может заказать у нас, сделать предварительный заказ. Какие-то товары у нас есть в магазине, поэтому мы являемся официальными дилерами. Welcome к нам за такими крутыми аксессуарами. Вот это то, о чем я говорил, что сейчас поставили полку, и если растянуться, то полка уже влияет на синхронизацию. Опять же, влияет абсолютно на всех луках, но на этих луках больше. Да, китайский дым. Нормально, да? Да, мне кажется, нормально. Окей. Так, дай посмотрю. Растянись. Не встает. Не встает? Ну вот, не встает. Вот, Отлично. A few moments later. Оставим так. Я думаю, что это лучше не сделаю. Ну что, вот мы и настроили лук специально под Олега. Настроил его Михаил Сбродов, поэтому теперь нас ждет отстрел, и мы уже скажем свои впечатления от того, когда мы отстреляем лук. Точнее, после того, как мы отстреляем лук. На качество стрельбы также влияет, с какого релиза вы стреляете. И, кстати, Михаил Сбродов изготавливает свои релизы, и он сейчас нам про них немножечко расскажет. Михаил, расскажи, пожалуйста, про свои релизы. Чем же они хороши и чем же они отличаются от всех других мировых брендов? Лучше они? Ну, явно лучше. Я делаю релизы для спортивной стрельбы из лука, для таргета. Соответственно, руки у всех разные, размеры, разное количество пальцев, там может быть любое абсолютно, там 4, 3, 5, кому что больше нравится. Вот, и форма, то есть кому-то больше нравится какая-то более прямая форма, кому-то более округлая форма, то есть все что угодно, все что в голову придет, можно по форме сделать. Ты как-то подгоняешь это, да? Да, я делаю релизы в том числе по индивидуальным заказам, то есть люди, которые хотят где-то что-то изменить в форме, то есть то, что если в это можно механизм вписать, то, соответственно, можно это сделать по индивидуальному заказу. Это по эргономике, да, будет Да. получаться? Это типичный механизм, то есть взведение и выстрел. Здесь регулируется, соответственно, усилие спускового крючка, ход спускового крючка, положение кнопки, ее разворот кнопки. То есть обычно делается как бы очень довольно, не то чтобы тугой, ну такой с определенным усилием ход и очень короткий. Все это можно сделать, все очень плавно, никаких там посторонних звуков, все это, в общем, я тестирую, отслеживаю. И механизмы из инструментальной твердой стали, твердость там в районе 57 единиц, и нержавеющие, и что еще? Есть несколько вариантов механизмов. Соответственно, это типичный механизм. Есть механизм, где здесь нужно руками закрывать этот. Вот, а есть такой, когда ты нажимаешь на кнопку, и он закрывается сам. Плюс есть варианты дотяжного релиза. Дотяжной релиз можно сделать точно такой же по форме, как вот этот релиз. То есть, соответственно, это как бы для соревнований, для тренировки, для того, чтобы освежить чувства, есть как бы точно такой же релиз, но дотяжной, соответственно. То есть несколько вариантов дотяжного релиза, плюс к этому есть короткая, вот эта вот голова, длинная голова. В общем, все, что можно как бы себе придумать, и все есть. Титан в смысле, и латунь, еще планируется всякая нержавейка, там, прочие драгметаллы. У вас еще есть и охотничий релиз. Давай немножечко расскажем и о нем. Это, в общем-то, прототип, но уже как бы готовый к выпуску. Типичный охотничий релиз, похожий на Картер. RX2, наверное, не помню, короче. В общем, по-моему, RX2. Но у него есть отличие, значит, у него регулируется длина хода и усилие, и у него можно переставить спусковой крючок на разную длину. То есть кому-то нравится, чтобы спусковой крючок был поближе к зацепу, чтобы максимальная растяжка была, да. Вот. Кому-то хочется, чтобы он был подальше и постабильнее, как на спортивных релизах такого плана. Вот. И камни в титане, получается, и тоже стоит 10 тысяч. 10 тысяч. То есть, ребят, вот смотрите, фирменные крутые релизы всего лишь за десятку. И не нужно никуда ехать, покупать за границей. Просто приходите к Михаилу и говорите: Михаил, нужен вот такой-то, такой-то релиз, нужно вот так вот подогнать, и будет
конфетка. Сейчас мы переместились в тир Dragon Arrow, где мы будем испытывать лук Dragon X8 от компании Sanlida. Стрелять из него будет Олег Яковенко и Мария Мещерякова. Привет, я Мария Мещерякова, мастер спорта и трижды чемпионка России. Я в стрельбе из лука уже больше 15 лет. Сейчас тренирую в КСЛ «Варяг». But you stay on my mind. Did you stop believing after all I've done for you? Сегодня у меня получилось пострелять из нового лука от компании Sanlida Dragon X8. Лук сам по себе, неплохой. Особенно если вы хотите просто стрелять и получать удовольствие от самой стрельбы. Но если вы запланируете попадание, например, на разряд кандидата мастера спорта или выше, то не факт, что этот лук вас не подведет. Почему-то у меня сложилось именно такое мнение. Сам лук по себе неплохой, то есть при растяжке он абсолютно мягкий и достаточно комфортно, встаешь в свою растяжку и начинаешь выстрел. Но меня немножко не устроил упор. Но именно из-за упора у меня не было уверенности в выстреле и не было уверенности в луке. Почему-то именно он создал вот это ощущение пластмассового оружия в руках. Но, возможно, это неплохо, особенно за такие деньги. Если говорить про результат, то, в принципе, с учетом, что я взяла лук вообще впервые в руки и даже не пристреливалась, кроме 2 выстрелов, результат, можно сказать, не идеальный, но неплохой, с учетом, что это все-таки именно этот лук. Но, конечно, хочется больше. Поэтому, если вы планируете просто стрелять в свое удовольствие, просто ездить к тренеру в тир, возможно, даже ко мне в «Варяг», в любом случае этот лук вас не подведет. Давайте начну с того, что лук реально приятный, и он мне понравился, если говорить о плюсах. Мне очень понравился упор, я просто фанат плоских упоров, я вообще не могу стрелять, когда упор выгнутый, как там у Мэтьюсов, например. А вот плоские упоры мне прям всегда заходят. Если говорить про... Нет, давайте еще про плюсы. Это лучшая стенка, которую вы можете купить за 20 тысяч рублей, потому что за эти деньги ни у одного лука нету такой стенки. Стенка — это растягиваете лук, и он жестко фиксируется. И это большой плюс. И вот то, что мы говорили с Мишей про синхронизацию, сейчас, когда ты начинаешь стрелять, не вымеряя миллиметры, а просто натягивать, этого не замечаешь. Лук, я даже не знаю, как это на самом деле работает, потому что даже если прислушаться, просто если ты резко натягиваешь, нету такого, что блоки приходят в разный момент, они приходят в один момент. Если говорить о минусах, то в самом луке, наверное, особо-то их нет. И это именно сложность синхронизации. Потому что это достаточно трудный процесс, но он как-то нивелирует. Все, забыли. Непорядок. Давай-ка забудем об этом.
Большинство вот проблем с ощущениями от выстрела и с синхронизацией решается плетением новой тетивы. Потому что родная тетива, она реально так себе. Мы из нее сделали выстрелов 150, обмотка на модулях уже поползла, пипсайт постоянно крутится, благо он, что он тут вроде как делится, и поэтому особо это не видно. Но если поставить обычный, который двухточный, то это точно нет. Поэтому, если покупаете этот лук, ставьте кастомную тетиву прямо сразу же. Можете даже не стрелять с родных веревок. Итак, ну вот мы вернулись из тира в студию и сейчас подведем итоги. В видео мы использовали кастомный обвес, но лук имеет и свою заводскую комплектацию. Сейчас я о ней немножечко расскажу. Прицел в целом неплохой. Сделан из металла. Пины маленькие, но видно их хорошо. При желании лишние пины можно демонтировать. Этот прицел еще и оснащен подсветкой. Кстати, перед использованием не забудьте вытащить внутри пластиковую подставку. Полочка, в отличие от прицела, мне не зашла. Лучше при покупке лука сразу же купить новую полку и пипсайт, о котором я скажу чуть дальше. Дело в том, что полка эта, пипсайта в комплекте 2, одинаковые. Интересное решение. Но есть нюанс. При короткой растяжке, примерно до 26 дюймов, пипсайт не доворачивается. Ну то есть встает не под тем углом, которым нужно. Поэтому отверстие становится совсем узким. Вязочки вопросов нету. А вот стабилизатор больше похож на виброгаситель. И кстати, у данного лука отверстие по стабилизатору сделано прям в рукояти, а по-правильному должна быть втулка, потому что алюминий мягкий материал и не самый износостойкий. Поэтому я рекомендую купить отдельный переходник и посадить его на фиксатор резьбы, вкрутить в это отверстие и оставить там его навсегда. Лук оставил довольно-таки приятное ощущение после стрельбы. В блоках установлены подшипники, что делает выстрел тише и быстрее. На мой взгляд, упор у лука реально нормальный и удобный. У лука есть и недочеты, о которых мы не можем не сказать. Нет обмотки под СТС, и по возможности лучше заменить тетиву и тросы на качественные. На этом все. Супер арбалет. Данный лук рекомендуют к покупке. Наверное, это лучший лук в бюджетном сегменте. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч, ребят! Ну, то есть она вот, то есть она получается вот в этом месте у нас, вот здесь, вот так. Нужно просто прицел отладить под, соответственно, то, как я вижу, и уменьшить размер скопа, потому что из-за того, что скоп слишком большого размера, пипсайт его закрывает, и свести кружочек в кружочек, вот ровно оптическую ось, просто невозможно. Вот поэтому скоп нужен меньше. А так они все пришли вот в одну и ту же область, чуть ниже, то есть это можно, я говорю, из него настрелять очень сильно. То есть если к нему пристреляться и сделать скоп нормальный, то по мастеру из него просто вот однозначно можно стрелять, а то и выше даже. Мне нравится. И комфортно, несмотря на то, что растяжка была не моя. Очень комфортно стреляется. Хорошо сбалансирован. И опять-таки, несмотря на то, что маленький стабилизатор, чисто символический. Вот так. Ну, сами видите.